Никто в деревне не осмеливался даже приблизиться к дикому быку. Одного его рева хватало, чтобы люди в панике разбегались. Но однажды появился мальчик. И вместо того, чтобы убежать, он сделал нечто невероятное, что изменил все. На окраине небольшой, почти затерянной среди полей деревни, жил огромный дикий бык по кличке Чернобур. Его мощь казалась почти мифической. Широкие плечи, налитые силой мышцы и тяжелые копыта, от ударов которых дрожала земля. Местные пастухи давно усвоили правило – не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах. Со временем взрослые привыкли просто обходить его стороной, считая Чернобура частью дикой, неподконтрольной природы. Но однажды в деревне появился мальчик по имени Джонни. Он был худощавым, немного нескладным, с растрепанными волосами и внимательными, живыми глазами, в которых постоянно читалось любопытство. Услышав истории о грозном быке, Джонни не испытал страха, как остальные. Напротив, в нем вспыхнуло сильное желание увидеть Чернобура своими глазами, понять, правда ли он так страшен. Однажды вечером, когда солнце медленно опускалось к горизонту и окрашивало небо в теплые оранжевые и багряные оттенки, Джонни направился к ограде поля, где обычно пасся бык. Чернобур заметил мальчика сразу. Его ноздри раздулись, он тяжело фыркнул, а копыта начали силой бить землю, словно предупреждая об опасности. Неподалеку стояли мужчины, которые наблюдали за происходящим, и, поняв, к чему все идет, закричали изо всех сил, пытаясь остановить мальчика. «Уходи! Немедленно уходи! Он тебя раздавит!» Но Джонни не отступил. Его движения оставались спокойными, даже уверенными. Вместо того, чтобы бежать, он медленно достал из-за пазухи небольшую деревянную дудочку, вырезанную им самим долгими вечерами. Поднеся ее к губам, он начал играть простую мелодию. Несложную, но теплую и мягкую, похожую на колыбельную, которую поют, чтобы успокоить и защитить. Неожиданно для всех Чернобур замер. Его рев оборвался, будто кто-то невидимый прервал звук. Огромное тело перестало напрягаться, а движения стали осторожнее. Он сделал шаг вперед, но уже не с угрозой, а с настороженным интересом. Его глаза, еще недавно полные ярости, постепенно менялись. В них появлялась мягкость, почти удивление. Бык прислушивался, словно пытаясь понять, что означают эти звуки. Джонни продолжал играть, не ускоряя, не замедляя ритм. В каждой ноте чувствовалось спокойствие и доверие, будто он говорил без слов. «Я не причиню тебе вреда». Чернобур подошел совсем близко. Настолько, что можно было разглядеть каждую складку на его коже и каждое движение его дыхания. Он опустил массивную голову и остановился рядом с мальчиком. Тогда Джонни осторожно протянул руку и коснулся его шеи. Теплый, сильный, слегка дрожащий. Мужчины, наблюдавшие за этим, не могли поверить своим глазам. Тот самый бык, которого боялись все, стоял неподвижно и спокойно, словно прирученный. В нем больше не было прежней угрозы. Только тихая, почти мирная сила. С этого дня Джонни и Чернобур стали неразлучны. Мальчик мог подходить к нему без страха, вести его по полю, играть на своей дудочке, и бык следовал за ним, будто действительно понимал каждую ноту и каждый жест. Их связь казалась чем-то невероятным, но в то же время естественным. И тогда жители деревни впервые задумались. Возможно, не всякую силу нужно ломать или подавлять. Иногда даже самое дикое и неукротимое можно изменить не страхом и грубостью, а терпением, музыкой и искренней добротой.